阁下可是命定之人。Тансан был избран не только морским богом, но также и богом Асурой. Кроме того, на самом деле, с наследием Асуры Тансан столкнулся даже раньше, чем прибыл на остров морского бога, потому что в городе убийц он прошел первое испытание Асуры, а это было задолго до того, как получить сердце морского бога. Каждый из богов хотел заполучить Тансана, они даже боролись за него, но эта битва не настоящая, а скорее два бога спорили между собой, кому же достанется Тансан. И вот, когда Тансан получил необходимые указания от морского бога и ушел проходить испытания, к морскому богу в его подводный храм пришел сам бог Асура. Раздался ледяной голос. Все это место содрогнулось, и улыбка на лице морского бога исчезла. Повернувшись, он посмотрел в сторону входа. Вошла такая же огромная фигура в 100 метров, но полностью окутанная темно-красными волшебными узорами. С каждым его шагом огромный храм морского бога дрожал. Вокруг него излучался красный свет, из-за чего никто не видел его лица. Все, что было видно, это доспехи, покрытые кровавыми узорами. Выражение лица морского бога тоже стало немного неприглядным. «Асура, зачем ты сюда прибежал?» Леденящий душу голос прозвучал. «А разве ты не знаешь? Ты не только лично спустился к наследнику, но даже дал ему указания и пытался понизить сложность его наследства. Ты уже нарушил несколько правил Божественного Царства. Ты знаешь, каковы последствия. Те, кто противостоит правилам Божественного Царства, будут ликвидированы». Ничего себе! Асура пришел лично и обвинил морского бога в нарушении правил Божественного Царства. Бог Асура является исполнителем приговора в мире богов. Кроме того, у него есть сила убивать других богов. Что на это ответит морской бог? Асура, хватит клеветы. Не думай, что ты можешь подставлять богов только потому, что являешься силовиком Божественного Царства. Каким ухом ты слышал, как я давал преемнику инструкции по снижению сложности испытания? Асура теперь стоял всего в 5 шагах от морского бога. Они смотрели друг на друга. Асура был явно сильнее и еще более грозный, чем морской бог. Но разве в словах морского бога было нарушение правил? Все, что рассказал морской бог Тансану, находится в пределах правил Божественного Царства. Он также упомянул о теории преемника, обладающего 100% близостью. Асура переспросил: «Неужели такое возможно?» Верно, в процессе первых 8 испытаний Тансан заработал 115 очков близости. Несмотря на то, что сейчас у него только 99% близости к морскому богу из-за разбитого сердца Трезубца, но сердце разбилось из-за вмешательства бога-ангела. И правда, эта богиня Тенринсюэ вмешалась в дела Тансана, из-за чего он потерял сердце Трезубца. Асура молчал, услышав объяснение морского бога. Но что означает эта 100% близость к богу? Если до момента наследия божественности эта связь достигает 100%, тогда во время наследования душа преемственного бога может спуститься на землю, чтобы дать определенную степень наставления. Поэтому приход морского бога сюда полностью соответствует правилам Божественного Царства. Интересно, что будучи силовиком, бог Асура также не может так легко покинуть Божественное Царство, чтобы прийти сюда. Это место наследования находится между Божественным и Человеческим царствами и считается буферной зоной. Но боги все же не могут прийти сюда без особых обстоятельств. Получается, Асура тоже прибыл сюда не совсем по-честному. Морской бог пригрозил, что доложит о его неправомерном поведении Комитету Божественного Царства. Асура холодно посмотрел на морского бога. «Не нужно слов. Я слышал, что ты сказал Тансану. Ты смеешь утверждать, что твои слова не выходили за рамки допустимого. Инструкции, которые ты ему дал, были и так слишком ясны». Морской бог усмехнулся. «Не говори чепухи. Я отправил его получать наследство, когда он еще не понимал, что происходит. Асура, не думай, что я не знаю, почему ты пришел сюда. Разве это не ради Тансана? Твоя собственная божественная сила могла перейти на Тансана, поэтому ты хочешь злоупотребить своей властью, чтобы повлиять на его наследство. Ты определенно планировал, что Тансан не сможет выдержать мое наследство из-за разбитого сердца Трезубца, и в случае провала ты спасешь его и передашь свое наследие. Я прав, Асура? Только я вот что скажу, даже не мечтай об этом. После стольких лет я нашел достойного преемника. Он прошел 8 из 9 испытаний, и вдруг ты появляешься и хочешь украсть его? Даже не думай об этом. Кто сказал, что морского бога нельзя унаследовать без сердца Трезубца? Это просто немного опаснее. Кроме того, ты забыл о короле китов, жемчужина которого сможет восстановить сердце морского бога. Ух, морской бог и Асура прям начали ссориться из-за Тансана. Они спорили о том, чьим же наследником станет Тансан. Бог Асура холодно взглянул на морского бога. А с чьей силой он смог победить короля китов? Морской бог внезапно вспомнил, что победа Тансана была в основном благодаря сфере бога смерти, которая эволюционировала у Тансана.
То есть это и правда была помощь Асуры. На самом деле морской бог знал, что бог Асура думал о краже Тансана, поэтому он прибыл сюда так быстро, как только мог, надеясь, что не будет проблем с наследством Тансана. Боги не могут действовать в мире смертных. В противном случае морской бог уже разобрался бы с Тяньжэньсюэ, когда Тансан был в опасности. Морской бог сначала хотел побыстрее помочь Тансану завершить наследство, а уже потом разбираться с остальными проблемами. Морской бог ответил Асуре: «Ну и что, если твоя сила была использована тогда? Ты ясно знал, что он мой преемник, но все же вмешался. Мы все здесь главные боги. Я бы не побоялся тебя, даже если бы комитет Божественного Царства осудил меня. Это мой храм морского бога. Даже если мы сразимся, ты не сможешь взять меня здесь». Последние слова Асуры были грозные. «Ладно, морской бог, мы встретимся в комитете Божественного Царства». Асура безжалостно развернулся и вышел из храма морского бога. Этот момент очень крутой, когда морской бог и Асура боролись за Тансана. Кто из богов больше хотел заполучить Тансана? Напишите, что вы думаете. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.